Всем привет! В этом видео проведу плановое ТО и ремонт багги из игры PlayerUnknown's Battleground, а также покатаюсь на нем по трассе для кроссовых мотоциклов. Из-за неправильной сборки или жесткой эксплуатации амортизаторные стойки погнуло и практически сломало пополам. Нужно выяснить, из-за чего это произошло и устранить этот недостаток, но скорее всего это произошло из-за увеличения веса за счет нового двигателя. Также нужно будет поменять все жидкости и немного отрегулировать переключение передач. Плохо стали включаться первая и вторая скорость. Первым делом я хочу отремонтировать задние амортизаторные стойки. Поддомкратил баки, свесил колеса, открутил болты и снял стойки. Как только я открутил верхнюю чашку, сразу выявилось слабое место. Это резьба, которая находится сверху на штоке амортизатора. Нужно от нее избавиться. Выпрямил резьбу, вкрутил на место чашку и заварил место соединения. Амортизатор по-прежнему остался разборный, так как нижняя чашка тоже снимается. И еще я переделаю нижнее крепление. Для этого снял сайлентблок для замены его на металлическую вставку. Теперь нижняя чашка будет крепиться втулкой, а не болтом, как это было раньше. На всякий случай поставил пару сварных точек, но думаю, втулка никуда не денется, когда зажмется креплением на рычаге. Таким образом переделал две стойки, теперь их можно устанавливать на место. Далее нужно почистить карбюратор. Фильтр постоянно слетал, и туда набилось много грязи. От этого в крайние разы багги уже просто перестал заводиться. Для того, чтобы это сделать, отсоединил все трубки и снял карбюратор. Промывал специальным спреем для таких работ. Продул жиклеры и установил карбюратор на место. Можно пробовать заводить, только сначала нужно установить аккумуляторную батарею. Двигатель немного потроил, но после минуты прогрева вошел в штатный режим работы. Перед заменой масла прогрел полностью двигатель, так как масло меняется на горячую. Пока масло стекает, решил разобрать фильтр и посмотреть, нет ли там стружки от вкладышей. Ведь перед покупкой двигатель был полностью откапитален под один из ремонтных размеров. На бумаге много мусора, даже есть герметик, но подозрительных следов и отложений не видно. Для замены буду использовать полусинтетическое масло, немного долью антифриза и, конечно же, поменяю фильтр. Проверил еще уровень масла в коробке. Его оказалось недостаточным, пришлось долить 500 грамм масла. После этого немного доработал механизм переключения передач. Заменил пару гаек крепления, тем самым уменьшил люфты рычага коробки. Теперь первая и вторая скорости включаются четко. В моем случае самые популярные скорости, третьей я практически не пользуюсь. Небольшой тест перед выездом, и можно отправляться на трек.
Еще одно хорошее испытание для багги, много ям, подъемов и поворотов. Во время теста резко пошел дым, к которому я был готов, но как оказалось, это просто перевернулся расширительный бачок, который находился над глушителем, и вся жидкость пролилась на него. И еще мне понравился на треке один резкий подъем, с которым багги легко справился. Багги легко справился с трековой трассой, вся подвеска осталась на месте. Притом я еще специально влетал в ямы, которых на этой трассе было чересчур много. Если ездить по таким трассам постоянно, нужно увеличить рычаги на 20 см, и ход подвески увеличится вдвое. Будет намного комфортнее преодолевать неровности. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео.